Ирина Пегова – актриса российского кино и театра. Ее внешний вид полностью отражает ее внутреннюю суть. Мало кто из отечественных актрис сегодня может похвастаться такой востребованностью, как Ирина Пегова, что ни год, то участие сразу в нескольких кинопроектах. Такая уж она – яркая, неординарная, фактурная. Она энергичная, никогда не унывает. В хорошем смысле у нее нет тормозов. Коллеги по цеху порой даже сетуют, что репетировать с Ириной словно коня на скаку останавливать. Но мало кто знает, как складывается личная жизнь актрисы, какую потерю она пережила в браке с известным актером и где сейчас живет Ирина Пегова. Об этом и многом другом мы решили рассказать вам. Ирина родилась 18 июня 1978 года в городе Выксе, Горьковской, а сейчас Нижегородской области. Своим жизненным настроем Ирина обязана родителям. Мама Ирины, Вера Александровна, работала на металлургическом заводе. Папа был профессиональный спортсмен, а после – учитель физкультуры. Вспоминая детство, Ирина говорит, что отец каждое утро собирался и уходил, летом бегать, зимой на лыжах в лес. Любовь к спорту была привита с рождения. Благодаря отцу Ирина и сейчас почти ежедневно бегает. Причем на таких пробежках она тягает с собой листы формата А4 и учит новые тексты. Вообще, каждую минуту, когда возможно, Ирина старается занять себя чем-то полезным. Например, проезжая от одного светофора до другого, она может отрепетировать роль, даже невзирая на мимо проезжающих, жестикулируя, плача или смеясь. Для незнающего человека это довольно странное зрелище, особенно в условиях отсутствия тонировки на окнах машины. Но Ирина на такие мелочи не отвлекается. Главный результат – иррациональное использование времени. Но ненадолго вернемся в юность любимой актрисы. После школы Ирина поступила в Нижегородский политехнический институт, а параллельно в театральное училище. На втором курсе на талантливую Пегову обратил внимание сам Петр Фоменко. Его театр гастролировал в Нижнем Новгороде. Девушка отправилась в Москву, была зачислена в ГИТИС, а после его окончания – в мастерскую Петра Фоменко. Такая удача! Начинающая актриса получила сразу несколько ролей – в «Волках и овцах», «Войне и мире», «Безумной из Шао» и других спектаклях. В начале 2000-х Ирину Пегову заметил режиссер Алексей Учитель. Она сыграла в его нашумевшем фильме «Прогулка», получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль. С этого момента кинематографическая карьера Ирины начала раскручиваться с невероятной скоростью. Поначалу Пегова не рвалась сниматься в сериалах, но потом изменила свое отношение к ним. Официально замужем артистка побывала только раз, но это пока. С первым мужем Дмитрием Орловым Ирина познакомилась на кинофестивале в Варшаве. Там они представляли фильм, где играли главные роли. На тот момент Дмитрий был популярнее, чем Ирина. Это была любовь с первого взгляда. Ирина до сих пор говорит, что она ни разу в жизни столько не говорила и столько не слушала, как в той поездке. Они нашли друг друга. Еще им помогло то, что их привычная жизнь была где-то в далекой России, а там в Варшаве только они вдвоем. Познакомились они в 2004 году, а уже в 2005 году сыграли свадьбу. Со стороны их брак выглядел идеальным, но в прессу стали просачиваться неловкие моменты их семейной жизни, вплоть до скандалов. Их брак прошел через трагедию потери ребенка на раннем сроке беременности. Дмитрий в тот момент не поддержал Ирину, а наоборот, был очень оскорблен случившимся, винил в этом Ирину. Сейчас он признает, что надо было максимально поддержать жену, а не обвинять. Вскоре после потери Ирине вновь удалось забеременеть и родить в 2006 году долгожданную дочку Татьяну. Несмотря на рождение дочери, каждая сторона обвиняла друг друга в страшных событиях. Муж говорил, что Ирина сильно изменилась, и теперь это не та девушка, которую он полюбил. На что Пегова парировала: «Актриса – это не балерина и не модель. Ей не нужны никакие стандарты. Здесь важнее индивидуальность, а она у меня есть». Многие известные актрисы были далеки от стандартов красоты. Кроме того, Дмитрий требовал, чтобы Ирина полностью в нем растворилась как женщина, выполняла все приказания по типу «принеси, подай», ревновал ее ко всей стране. Позднее Дмитрий все-таки взял на себя вину за то, что счастливой семьи не получилось. По словам Орлова, сначала он не смог нормально поддержать жену, у которой случился выкидыш, а потом начал прикладываться к бутылке. «Я был алкашом, у меня был заезд на эту тему. Причем я мог выпить пол-литра крепкого алкоголя, а на следующий день без похмелья поехать по делам», признавался Дмитрий. Несколько лет зрело решение о разводе. Ирине оно далось очень тяжело. В 2011 году они развелись. Ирина признается, что ни дня в том браке она не была сама собой.
она жила другим человеком. После развода Ирина стала дышать свободной грудью и заниматься тем, чем ей хочется, не оглядываясь на чужое мнение. Сейчас бывшие супруги наладили чисто человеческие отношения ради дочери. После развода Ирине достались квартира, дом и счет в банке. Дочка невероятно похожа на отца, хотя некоторые считают, что больше на маму. Она вобрала в себя таланты родителей и уже начала сниматься в кино. Причем в кино она попала случайно. Ирина привела ее с собой на съемки, а Таня так понравилась режиссеру, что ради нее поменяли персонажа. У героини фильма должен был быть сын, поменяли на дочь. Сейчас Ирина с дочкой выглядят словно подружки или сестры. Больше под венец красавица Пегова пока не спешит, хотя романы, конечно же, крутит. В последние годы она заметно постройнела, впрочем, аппетитные формы никогда ей не мешали нравиться мужчинам. Самые горячие чувства испытывал к актрисе коллега по цеху Сергей Кемпо, стройный и интеллигентный. У них была разница в возрасте 7 лет, Сергей младше. Сначала роман был тайный, но затем Сергей стал встречать Ирину после спектаклей, а позже и вовсе они отправились на совместный отдых на море. Кемпо делал предложение Ирине, но она ответила отказом. «Сережа, я буду толстой, старой, а ты всегда останешься прекрасным принцем», объяснила Ирина, намекая, что ее сильно напрягает молодость любовника. В итоге ничего серьезного из этих отношений не получилось. Поговаривали о романе Пеговой с мужчиной на 20 лет старше, народным артистом Российской Федерации Анатолием Лоботским, но и эти отношения вскоре сошли на нет. На шоу «Танцы со звездами» у Пеговой завязался новый роман с 22-летним танцовщиком Евгением Раевым. После окончания шоу пара стала появляться вместе на светских мероприятиях. Но, по-видимому, роман не получил продолжения. Возможно, всерьез заняться устройством личной жизни Ирине просто некогда. Съемки, съемки, съемки. Ирина никогда не страдала комплексами по поводу собственной внешности. Ее совершенно не смущают ни лишний вес, ни появляющиеся на лице морщины. Поклонники принимают Ирину Сергеевну такой, какая она есть. Ее любят не за внешность, а за несомненные актерские таланты. Секретом популярности улыбчивой красотки является самоирония. Нередко блондинка выставляет на показ морщинки, придающие ее лицу еще большее очарование. Однако это вовсе не повод думать, что Пегова не следит за собственной внешностью. Недавно любимица миллионов заметно похудела благодаря правильному питанию и регулярным посещениям спортзала. После строительства коттеджа Ирина Пегова решила купить квартиру в Москве, чтобы иметь возможность оставаться в столице после долгих съемок. Она нашла неплохой вариант в старом доме 1908 года постройки в самом центре Москвы, неподалеку от станции метро Маяковская. Актриса при помощи дизайнеров сделала ремонт в старой квартире, и теперь гостиная в стиле лофт очень нравится хозяйке. В обеденной зоне стоит небольшой дубовый стол с круглой столешницей. Рядом разместились стулья с высокими мягкими спинками, украшенными декоративными гвоздиками. Над зоной висит роскошная люстра с бронзовой арматурой и матовыми стеклянными плафонами. В гостиной разместился металлический стеллаж с дубовыми полками. Вдоль кирпичной стены установлена длинная тумба под телевизор. Фасад украшен натуральной кожей. На стене напротив окон наклеены искусственно состаренные стекла. Они визуально расширяют пространство и добавляют света. Около мягких панелей стоит большой диван с двойными подушками. Рядом кресло с элементами лофта. Дополняет оформление зоны отдыха журнальный столик из массива дуба. Столешница с бортиками отделана натуральной кожей. Украшают интерьер оригинальные подсвечники и вазы из прозрачного стекла. На мягкой стене кованое панно, привезенное из Парижа. Его узор поддерживают декоративные подушки с ручной росписью. На одном из подоконников обустроена уютная зона отдыха с удобным мягким матрасом. Друзья, давайте пожелаем замечательной актрисе неугасаемого огня очарования и красоты, неиссякаемого потока энергии и потенциала, удачи и безграничной любви близких людей, коллег, друзей и поклонников.